Аль Капоне. Наверное, нет такого человека, который бы ни разу не слышал про знаменитого американского гангстера. Капоне был настолько знаменит, что еще при жизни был живым воплощением гангстеризма и эпохи ревущих 20-х. Фактически Капоне был живой легендой, а по популярности его ставили в один ряд с президентом США. Просто поразительно, как почти столетие эволюционировал образ Капоне, от простого бутлегера до создателя организованной преступности. За эти десятилетия было передано так много и слухов и мифов о Капоне, чтобы увеличить продажи своей книги или фильма. Многие из них были увековечены неверными исследованиями, а некоторые специально были придуманы родственниками Капоне, чтобы нажиться на его славе. Это стандартная практика, многократно повторять вымыслы и недостоверности, а потом они внезапно станут правдой. Цель данного видеоролика – раскрыть все самые главные мифы о гангстере номер один Америки. И самое главное – это рассказать малоизвестные факты о нем. Миф о том, что Аль Капоне с детства был преступником. Из-за фильмов и книг сложилось примерно следующее представление о Капоне. Он бросил школу, чтобы помогать семье, слоняясь по улице с другими детьми, и в итоге стал малолетним преступником. Где-то даже говорилось, что Аль чуть ли не родился с пистолетом в руке и в начальной школе избил учителя, что естественно было бредом. Нет, он не избивал и не стрелял в людей, и не тусовался с другими преступниками 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Альфонсо Габриэле Капоне родился в 1899 году в Бруклине, в семье иммигрантов из Неаполя. У него было еще 6 братьев. На самом деле Аль был обычным подростком. Он посещал праздники и вечеринки, участвовал в светской жизни, посещал молодежные клубы для мальчиков и занимался спортом. Это также относится и к остальным его братьям, которые ходили в школу, имели постоянную работу и держались подальше от неприятностей. Безусловно, вскоре в жизни Капоне появится мир банд и организованной преступности, но это было очень далеко от того, как описывается в книгах и изображается в кино. Малоизвестный факт: Аль Капоне был полупрофессиональным игроком в бейсбол. Ральф Капоне, второй по старшинству из братьев Капоне, первый втянулся в этот вид спорта. В 1912 году 18-летний Ральф собрал любительскую команду Algerians. В 1915 году братья Капоне присоединились к молодежному клубу для мальчиков от римско-католической школы Святого Михаила. Ральф участвовал в различных благотворительных мероприятиях, проводимых в клубе и церкви. Там же Ральф собирает новую бейсбольную команду от церкви. В нее входил и Аль. Ральф играл на третьей базе, а Аль на первой. Ральф и Аль отыграли весь сезон 1916 года, а потом разделились. Ральф перешел в другую команду, а Аль работал на сезонной работе на Кони-Айленде. В 1918 году они воссоединились, когда основали команду Аль Капоне Старс. В игровом сезоне 1918 года Аль показал себя отличным беттером и питчером. Ральф играл на первой и третьей базе. Также в их команде был еще один интересный игрок. Это был Чарльз Фишетти, соседский паренек и друг детства семьи Капоне, который также любил бейсбол и до этого играл в двух других командах. Фишетти был в команде кетчером и игроком на третьей базе. Фишетти потом присоединится к Алю в Чикаго и будет в 1940-е годы возглавлять его преступную организацию. Аль отыграл сезон 1918 года и навсегда распрощался со спортом и обычной рутиной. В конце года у него родится сын, а чуть позже он женится. Но самое главное, что между рождением сына и женитьбой Аль Капоне уже состоял в банде и занимался криминалом. Миф о том, как Аль Капоне получил свои шрамы. Согласно общепринятой версии, летом 1917 года, когда Аль отыграл бейсбольный сезон и устроился на сезонную работу на Кони-Айленде, он работал официантом или вышибалой в кафе-танцевальном зале Гарвард Инн, которое принадлежало Фрэнки Ялли, самому могущественному гангстеру Южного Бруклина. Одним летним вечером мелкий преступник по имени Фрэнк Галуччо пришел в заведение со своей младшей сестрой по имени Лена и своей девушкой. Потом Капоне якобы начал флиртовать либо с сестрой Галуччо, либо с его девушкой, сверляя ее своим пристальным взглядом. Одна из спутниц попросила Галуччо, чтобы тот любезно попросил Капоне прекратить. Как только Фрэнк попытался остановить Капоне, Аль наклоняется к девушке и говорит, что у нее классная задница. Галуччо рассвирепел, достал перочинный нож и трижды полоснул Капоне по лицу. Его доставили в ближайшую больницу, где ему нанесли около 30 швов. После инцидента якобы состоялась мафиозная сходка, на которой присутствовали Фрэнки Ялли и Сальваторе Чарли Лаки Лукания, которого предположительно отправил Джобос Массерия, один из могущественных мафиозных боссов города. Преступный мир приказал Капоне не сметь мстить за этот инцидент, поскольку Капоне сам был виноват.
Капоне согласился и извинился перед Галуччо. Потом, когда Аль стал боссом в Чикаго, он сделал Галуччо своим телохранителем и водителем. А теперь почти все, что я сейчас произнес, это просто придуманная история. Во-первых, сам факт сходки, которая произошла после инцидента. Во-вторых, и Аль, работодатель Капоне, стал членом мафии только к 1920 году, но точная дата неизвестна, а влияние в Бруклине он накопит только во время сухого закона. Во-вторых, Джо Массерия только вышел из тюрьмы за ограбление. Скорее всего, он тоже еще не был членом мафии на тот момент. И уж точно не обладал такой властью, чтобы созывать какие-то сходки. То же самое и с Луканией, который не факт, что вообще был знаком с Массерией на тот момент, а тем более был его подчиненным. Более того, сам инцидент произошел в 1918 году, спустя пару дней после рождения сына Капоне. Также хотелось бы отметить, что у Галуччо не было никакой младшей сестры, а только две старшие. Сам инцидент произошел не в Гарвард-Инн. Все началось в танцевальном зале Коламбия Холл, куда Капоне заглянул со своими приятелями. Между ним и Галуччо завязалась потасовка, которую удалось разогнать друзьям с обеих сторон. Говорилось, что Капоне действительно мог сделать непристойное замечание в адрес сестры Галуччо. После потасовки Капоне с друзьями оказался в ресторане неподалеку, куда наведался Галуччо со своими приятелями, сев за соседний столик. Завязался жаркий спор, и Галуччо требовал извиниться. Капоне, которого позабавил маленький рост и комплекция Галуччо, продолжал оскорблять его. Судя по всему, один из друзей Галуччо удерживал Капоне, пока Фрэнк взял нож со стола и успел нанести 3 удара по лицу, поскольку нет никакого иного объяснения тому, как здоровый и спортивный Капоне дал позволить человеку с таким телосложением трижды порезать себе лицо. Капоне, потрясенный хлынувшей по лицу кровью, быстро выбежал на улицу. Прохожему удалось позвать помощь, и Капоне доставили в ближайшую больницу, где ему нанесли швы. После этого не было никаких мафиозных сходок, а Капоне больше никак не пересекался с Галуччо. Малоизвестный факт о том, что Капоне стеснялся своих шрамов и ненавидел свое прозвище «Лицо со шрамом». Шрамы на лице Капоне стали чем-то вроде его визитной карточки и только укрепляли его брутальную репутацию. Позже Аль рассказывал репортерам, что получил шрам на полях сражений во Франции в составе потерянного батальона во время Великой войны. Только в январе 1931 года Аль Капоне наконец-то признался, что соврал по поводу своего участия в боевых действиях, потому что сроки его военной службы не складывались. Он был зарегистрирован, но война уже закончилась к тому моменту, как его призвали. Интересно, что репортеры действительно поверили истории Капоне, поскольку нашли призывника с такой же фамилией, который участвовал в войне, и предположили, что это действительно был Аль. Чтобы скрыть шрамы, Аль каждый день наносил тальк и всегда предпочитал фотографироваться с правой стороны. Некоторые недобросовестные газетчики специально делали на фото его шрамы более заметными, чтобы Капоне выглядел более безжалостно. Пресса окрестила его лицо со шрамом, но никто из них не осмелился бы назвать его так в лицо. Несмотря на то, что эти шрамы помогали ему выглядеть крутым парнем и дали ему звонкое прозвище, Аль по возможности скрывал их. Миф о том, что Аль Капоне переехал в Чикаго на постоянной основе к 1920 году, а до этого работал бухгалтером в Балтиморе. Нет никаких доказательств того, что Аль Капоне не только работал бухгалтером, но и вообще, что жил в Балтиморе. 17 ноября 1920 года скончался Габриэле Капоне, патриарх семьи. Роберт Ванелло, один из местных преступных гангстеров, взял на себя расходы на похоронах. Гангстер Фрэнки Яли от себя отправил целую автоколонну цветов. На похоронах были все 7 братьев Капоне, которые несли гроб отца. Капоне впервые прибыл в Чикаго в декабре 1920 года, после похорон отца. Но на постоянной основе он там остался, судя по всему, только с начала 1921 года. Он там работал на Джона Торрио, который ранее проживал в Бруклине рядом с Капоне и был другом с Яли и Ванеллой. Говорилось, что из Бруклина в Чикаго Капоне отправил гангстер по имени Тони Ричи, который ранее работал с Торрио в Чикаго. Прежде чем стать преступным боссом, Капоне выполнял различные поручения для Торрио, в том числе и перевозил спиртное из Индианы, где он был впервые арестован за всю свою жизнь. Это произошло 21 января 1921 года. Капоне тогда назвался Алем Брауном. Торрио стал наставником Капоне, обучая его основам организованной преступности, прежде чем он начнет управлять игорными заведениями и борделями Торрио. Малоизвестный факт о том, что Капоне был частью преступной сети Каморры. К концу 1910-х годов на территории штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси сформировалась преступная организация под названием Камбаниш. Это была организация Каморры, состоящая из материковых итальянцев, которые работали на мафию.
В эту организацию входили многие будущие боссы американской мафии, как Вито Дженовезе и Вилли Моретти. Говорила, что там также были церемонии инициации, прям как в мафии, но это не гарантировало тебе членство в ней. Организация поддерживала отношения с гангстерами несицилийского происхождения по всей стране. Некоторые информаторы называли Капоне каморристой во время своих докладов ФБР, что доказывало, что он мог состоять в этой организации. Также есть один очень интересный момент. Джон Торрио мог быть вовлечен в эту сеть Каморры, поскольку во многих отчетах говорилось, что Капоне был, так скажем, импортированным боевиком из Бруклина в Чикаго. Фрэнки Яли, Тони Ричи и Роберт Ванелло из Бруклина в Чикаго отправляли молодые таланты. Будущие коллеги Капоне, как Пол Рико, Чарли Фишетти и Луис Компания, были такими же импортированными боевиками. Миф о том, что Капоне возглавлял мафию Чикаго с 1925 года. В 1925 году, после того, как Джон Торрио чудом пережил покушение от рук враждующей группировки, он передал руководство своей группировкой Капоне. Вот только это не была мафия. Преступный мир Чикаго в те годы разрывался от насилия, связанного со множеством преступных группировок. Группировка Торрио Капоне была лишь одной из. Во-первых, ее лидерами и основателями были не сицилийцы, а во-вторых, она была мультиэтнической, состоя из евреев, ирландцев и других национальностей, а не только итальянцев, которые по факту были в то время там еще в меньшинстве. Но в городе также была и сицилийская мафия, с которой у Капоне были более или менее партнерские отношения на момент середины 1920-х годов. Малоизвестный факт, как Капоне стал членом мафии. С 1925 года мафию в Чикаго возглавлял Тони Ломбардо, с которым у Аля Капоне были хорошие отношения. Но Джо Айелло, помощник Ломбардо и второй человек в мафии Чикаго, ненавидел Капоне. И более того, ненавидел Ломбардо за его дружбу с Капоне. Айелло также завидовал Капоне, потому что его группировка зарабатывает огромные деньги на бутлегерстве и азартных играх, а Айелло не может с ним конкурировать. Информатор из Милуоки говорил, что Айелло проигрывал огромные суммы в игорных заведениях Капоне, а потом со своими людьми возвращался туда и забирал больше, чем проигрывал. Хотя у Капоне было гораздо больше людей, он не мог так просто наехать на Айелло, потому что тот был членом мафии, а Капоне нет. Капоне оперировал не только в Чикаго, но и за его пределами. В том числе у него также были операции в родном Бруклине. Примерно в 1927 году с него начал требовать ежемесячную дань в качестве подношения Джо Босс Массерия, босс одной из 5 могущественных мафиозных семей Нью-Йорка. Капоне платил Массерии, пока Тони Ломбардо не сказал ему, что Капоне не был обязан платить подношения, потому что не был членом мафии. Вскоре после этого Капоне был вызван в Нью-Йорк, где он предстал перед Гаверно Чентрале, главным руководящим органом американской мафии. Там Массерия объяснил Капоне, какие он получит привилегии, став членом мафии и его семьи. Капоне согласился, что теперь будет ежемесячно платить огромную долю от операций своему боссу, но зато теперь станет членом привилегированного преступного сообщества. Массерия повысил Капоне до капитана в своей семье, который теперь будет представлять его интересы в Чикаго. Хотя у Капоне была собственная внушительная группировка, он был кем-то вроде менеджера среднего звена в группировке Массерии в Нью-Йорке. Массерия также сказал Капоне провести церемонию инициации для 10 его людей в Чикаго, чтобы все было по протоколу, раз Аль был в ранге каподичины. Но самое главное, что Массерия дал Капоне добро убрать его давнего врага, Джо Айелло. Более того, Массерия сказал, что если Капоне убьет Ломбардо, Айелло и остальных из чикагской мафии, то Массерия поспособствует, чтобы Капоне признали боссом мафии в Чикаго. Так, с 1928 года по приказу Капоне начался отстрел сицилийских мафиози в городе. Фактически, Капоне купил у Массерии членский билет в мафию и лицензию на отстрел своих сицилийских врагов, ежемесячно отправляя в Нью-Йорк $50 000 своему новому боссу. Миф о том, что Аль Капоне забил битой до смерти 3 гангстеров. Это давний миф, который был сильно приукрашен в фильме 1987 года «Неприкасаемые», где Аль Капоне избивает одного из своих приспешников бейсбольной битой во время банкета. По всему столу брызгала кровь и разлетались мозги, но это был вымысел. В реальности же Капоне вызвал к себе Джо Скализи, Альберта Ансельми и Джозефа Джунту на подобный вечер. Джунта был марионеточным мафиозным боссом Капоне, который втайне от него сговорился с Айелло вместе с Ансельми и Скализи. Потом были обнаружены их мертвые тела. Только на них не было никаких следов избиения, их просто расстреляли. Капоне точно не мог принимать личного участия в их убийстве, потому что к тому времени ехал на собрание чикагских гангстеров в Атлантик-Сити.
Малоизвестный факт, как Капоне стал боссом мафии в Чикаго. В 1928 году Капоне убрал Тони Ломбардо. Казалось бы, он мог стать боссом, как предлагал Массерия, но он поступил хитрее. Чикагская мафия тогда разделилась на два лагеря. Те, кто были в союзе с Капоне, и те, кто были против. Среди своих союзников из мафии Капоне ставил своих марионеточных боссов, пока Айелло и его последователи вели войну. В 1930 году в Нью-Йорке разразилась война между Джо Массерия и мафиозо по имени Сальваторе Маранцано, разделив всю американскую мафию на два лагеря. Капоне и его сторонники, естественно, были на стороне Массерии, а Айелло был на стороне Маранцано. В конце 1930 года Айелло был убит, но Массерия нес внушительные потери. В начале 1931 года против Массерии в его группировке зародился заговор, который также поддерживал Капоне. В апреле 1931 года Массерия был убит своими людьми, чтобы положить конец войне. Вскоре в Чикаго состоялся съезд американской мафии, где Сальваторе Маранцано на правах босса всех боссов американской мафии признал Капоне новым боссом мафии в Чикаго. Миф про пуленепробиваемый Кадиллак Капоне 1928 года. В сети давно уже гуляет миф про некий пуленепробиваемый Кадиллак, принадлежащий Капоне, который продали на аукционе. Только вот нет никаких доказательств, что этот автомобиль принадлежал Алю. Единственными автомобилями, которыми владел Капоне, был Макфарлен 1924 года, который позже обменяли на модель 1926 года. Все они были записаны на его жену Мэй. 18 мая 1928 года он приобрел семиместный Линкольн. Он купил еще один в 1929 году и еще один Линкольн в 1930. Но ни один из них не был пуленепробиваемым или отделан броней. Но мог ли Капоне использовать пуленепробиваемый автомобиль? Вполне возможно, но это было явно до 1928 года. К тому времени Капоне уже редко появлялся в Чикаго, поскольку он приобрел себе дом в Майами. С тех пор, если он появлялся в городе, он был просто окружен огромной свитой телохранителей или полицией. Во всяком случае, его главные враги из банды Нордсайда не смогли бы к нему подобраться, даже если бы и захотели. Плюс после 1929 года во многих штатах действовал закон, запрещающий частным лицам владеть бронетехникой, под которую попадали бронированные автомобили. Так что знаменитый пуленепробиваемый Кадиллак оказался очередной легендой. Миф про суповые кухни Капоне. В конце 1930 года стало известно, что Капоне в условиях Великой депрессии решил помочь накормить нуждающихся, открыв специальные места по бесплатной раздаче еды, которые окрестили как суповые кухни Капоне. Но имел ли действительно Аль к этому отношение? На самом деле это была идея приятеля Капоне по имени Дэн Сарителло, который был его карманным политиком. Сарителло таким образом хотел уменьшить наплыв голодающих, появившихся в его подотчетном избирательном участке. Капоне поддержал идею Сарителлы, а потом, как стало известно, это стоило ему $100 в день. Но он не хотел, чтобы его как-то связывали с этим, но в конце концов репортеры пронюхали про это. Суть в том, что Сарителло еще нарочно усугублял ситуацию с голодом, постоянно организовывая проверки продуктовых магазинов, которые закрывались при выявлении малейших нарушений. Сарителло использовал кухни Капоне для своего первого избирательного участка, чтобы получить голоса для переизбрания мэра Уильяма Томпсона. 10 апреля 1931 года кухни закрылись. Якобы причиной было то, что депрессия окончена, а экономика оживилась. Но реальность такова, что поскольку это была изначально идея одного коррумпированного политика, который просто хотел собрать голоса своих избирателей, то как только шансы для переизбрания Уильяма Томпсона оказались небольшими, столовые для малоимущих сразу же закрылись. Малоизвестный факт об организации Капоне. Группировка Капоне еще у самых своих истоков была одной из множества преступных группировок Чикаго, которая не имела отношения к мафии. В середине 1920-х годов это уже был настоящий преступный синдикат, состоящий из представителей различных национальностей, где каждый занимался своим делом. Это не была типичная мафиозная семья, где все парни занимались различными вещами, в основном действуя каждый сам по себе, и просто платили так называемое подношение боссу в знак уважения. В синдикате Капоне все было централизовано через Капоне и его финансового советника, еврея Джейка Гузика. Фактически именно благодаря этому федералы и смогли поймать Капоне на неуплате налогов. Синдикат Капоне до 1927 года не был структурирован как семья в мафии. Это было чем-то вроде преступной корпорации, где бизнес всегда был на первом месте.
В 1928 году Капоне стал членом мафии, и ему также позволили принять еще 10 итальянцев из своей организации, которые уже были главными руководителями в преступном бизнес-синдикате. Так, например, парень, который отвечал за бутлегерские операции, став членом мафии, продолжал заниматься тем же самым. Или, например, парень, который контролировал бордели, став членом мафии, продолжал заниматься также тем же самым. Тем не менее, но не итальянцы, которые были в организации Капоне, также сохранили свои лидерские позиции. По сути дела, когда группировка Капоне стала принадлежать к мафии, для нее толком ничего не поменялось. Группировка была настоящим миксом из различных национальностей. Она подминала под себя различные мелкие банды города, члены которых теперь были подчиненными Капоне. Когда в 1928 году Капоне воевал с местной мафией, сицилийцы также присоединялись к нему. По сути дела, когда Капоне признали боссом Чикаго в 1931 году, чикагская мафия представляла из себя смесь различных группировок, которые к этому времени поглотила организация Капоне. Также важно отметить, что сицилийцы никогда не рассматривали Капоне в качестве мафиоза. Дело даже не в том, что Аль не был сицилийцем, а в том, что ему никогда не было дела до традиций или правил сицилийской мафии. Когда Массерия сделал Капоне членом мафии, это многих настроило против него, поскольку Капоне занимался сутенерством, что было настоящей анафемой для сицилийцев. Хотя чикагская мафия была теперь частью сицилийской американской мафии, она жила в своем мире, где у них не было никаких церемоний, они делали, что хотели, у них была отличная от мафии иерархия, а на лидерских местах у них также могли быть и не итальянцы. Миф о знаменитой цитате Капоне. Добрым словом и пистолетом можно добиться больше, чем просто добрым словом. Несмотря на красноречивую фразу, к сожалению, это полная чушь, и она не имеет никакого отношения к Капоне. Эта фраза впервые была упомянута в газете «Сиэтла» в 1962 году, и она принадлежит местному комику Ирвину Кори. В 1986 году Chicago Sun-Times по неизвестным причинам приписала эту фразу Капоне. Потом это опубликовал журнал Forbes, а после попала в сценарий фильма «Неприкасаемые» 1987 года, который и увековечил этот вымысел. Миф о характере и привычках Капоне. За многие годы благодаря кинематографу сложился следующий образ Аля Капоне. Яркий и кровожадный гангстер, упивающийся своей властью, который постоянно устраивал оргии и вечеринки, употреблял наркотики и был абсолютно неадекватен. Во-первых, согласно воспоминаниям нескольких его коллег, Капоне даже и близко не походил на того человека, каким его изображали в кино. Например, мафиозный босс Джо Банана вспоминал Капоне как славного парня, а не неадекватное чудовище, каким оно было в кино. Сальваторе Лаки Лучано также вспоминал, когда посмотрел сериал «Неприкасаемые», и он был удивлен, как тамошний образ Капоне отличался от настоящего. Некоторые факты из жизни Капоне также доказывают, что он довольно часто выступал в роли миротворца. Например, мафиоза Ник Джентили вспоминал, что Капоне на собрании мафии вступился за него, тем самым спас ему жизнь. Или в 1931 году Капоне созвал мафиозный съезд в Чикаго, чтобы положить конец насилию в мафии Лос-Анджелеса. Тамошний босс Джузеппе Ардицоне убивал людей направо и налево, и Капоне дал добро на его ликвидацию. Незадолго после собрания в Чикаго Ардицоне бесследно исчез. Также Капоне часто изображается в качестве человека, который постоянно пьет и потребляет кокаин в огромных количествах. В популярном сериале «Подпольная империя» к этому образу еще добавился и кокаиновый наркоман. Но реальность такова, что Капоне из выпивки предпочитал только пиво и домашнее вино, практически не потребляя крепкий алкоголь, а о наркотиках и речи не шло. Безусловно, Капоне устраивал громкие вечеринки, где также мог потреблять и кокаин. Но он точно не был наркоманом, каким его изображали в кино. На публике Капоне также изображал из себя славного парня. А как иначе бы политики и знаменитости вели бы с ним знакомство? Так что реальность и образ Капоне, сформированный годами, сильно отличались друг от друга. Миф о последних годах жизни Капоне. В фильмах про Капоне в последние годы жизни самый известный гангстер Америки показан вышедшим из ума психопатом, который вообще не понимал, что творил. Это во многом связано с фотографией Капоне, где он сидит в пижаме и рыбачит. После этой фотографии появились слухи, что Капоне настолько сходил с ума из-за своего застарелого сифилиса, раз рыбачил в плавательном бассейне своего дома в Майами. Это было увековечено в фильме 1975 года про Капоне с Беном Гаццарой в главной роли. Фильм «Фонца» с Томом Харди в главной роли шагнул еще больше, превратив Капоне в настоящего психопата. Но факт в том, что фото, из-за которого появилось такое заблуждение, было сделано еще в 1930 году, до его осуждения за неуплату налогов.
У Али действительно в последние годы жизни были отклонения, что в отчете медицинской экспертизы было сказано, что у него было поведение 12-летнего ребенка. Но это не относится к его интеллекту, который в медицинском отчете был бы записан как умственные способности. Кроме того, IQ Капоне был равен 95. Родственники Капоне и друзья вспоминали, что в последние годы он был просто очень болтливым, а не творил что-то из ряда вон. Доказательством этому служат фотографии Капоне в последние годы жизни. Например, посмотрите на фотографии 1946 года, за год до его смерти. По ним видно, что человек на фото является каким-то умалишенным сумасшедшим. Я так не думаю. Также существует заблуждение, что Капоне скончался именно от сифилиса, но у него были и другие более серьезные заболевания. В 1930 году появились слухи о пневмонии, которая у него могла развиться, когда он отбывал срок за ношение огнестрельного оружия в Филадельфии. Когда Капоне скончался 25 января 1947 года, лечащий врач объявил, что смерть была вызвана пневмонией и сердечной недостаточностью, осложнениями от недавно перенесенного инсульта. Миф о том, что Капоне умер миллионером. По состоянию на 1927 год группировка Капоне зарабатывала 105 миллионов в год. 50 тысяч каждый месяц Капоне отправлял в Нью-Йорк своему боссу Джо Массерии. Цифры просто невероятно огромные. Но тут есть пара нюансов. Например, часть ежемесячной доли Массерии не была долей Капоне или его группировки. А это было просто капиталовложениями парней из Нью-Йорка в преступной операции в Чикаго. Так, например, мафиоза из группировки Массерии по имени Дженерозо Дель Дука в свое время вложил много денег в бутлегерские операции Капоне. В то же время большая часть денег, заработанная группировкой Капоне, принадлежали именно группировке. Аль просто получал свою долю и тратил ее так же быстро, как и получал, например, на костюмы или вечеринки. Остальная сумма распределялась внутри организации, поскольку деньги шли на оплату адвокатов, полиции, судей, а также на оборудование для перегонки спиртного, транспорт и другие расходы на преступные операции. У Капоне были очень большие накладные расходы. Более того, к концу 1928 года организация зарабатывала настолько большие суммы наличных, что их было сложно отследить даже с самой верхушки организации, а в руки Капоне попадала от силы лишь половина, если не меньше. Говорилось, что у Капоне была недвижимость чуть ли не в каждом городе Америки и за рубежом. На самом деле у него был один дом в Чикаго, большое поместье в Майами и коттедж в Висконсине, который по факту был записан на его родственников. Из-за финансов существует заблуждение, что Капоне швырялся деньгами и был вообще королем в любом городе. Но это не так. Капоне мог делать что хочет только в Чикаго. Как правило, за его пределами он был нежелательным гостем. Например, во время его поездки в Лос-Анджелес в 1927 году местные власти просто прогнали его из Калифорнии. После смерти Аля в 1947 году его жена и сын продолжали жить в их поместье в Майами, но это было ровно до 1952 года, пока они не были вынуждены его продать. Ральф Капоне, старший брат, заботился о них до 1950 года, пока его сын не покончил с собой, а сам он не впал в депрессию из-за этого. Тем не менее, но семья Аля, в том числе и его братья, получали что-то вроде пенсии от группировки. Но с этим также было покончено в конце 50-х, когда к управлению организацией пришли люди, не заставшие правления Капоне и считавшие, что ничем ему не обязаны. Это было волевым решением Сэма Джанканы, нового босса, потому что, как оказалось, большая часть денег, которые синдикат передает семье Капоне, просто уходят в никуда. Например, брат Капоне, Мэтт, пропивал и проигрывал деньги. А Джон и Альберт Капоне со своими семьями буквально жили на деньги синдиката, поэтому Джанкана прикрыл лавочку. По сути дела, все деньги Аля Капоне, которые, так скажем, были в активах синдиката, после его смерти оставались там же. Поэтому семья не жила на широкую ногу, как это может показаться на первый взгляд. Их беззаботная жизнь закончилась в конце 50-х, когда так называемая пенсия Капоне была аннулирована. Последний миф относится к наследию Капоне. Группировка Капоне носила название Outfit, и существует заблуждение, что именно Аль придумал это название. Факт в том, что это не было эксклюзивным названием мафии Чикаго, а носило региональный характер. Например, семьи в Милуоки, Канзас-Сити и Детройте также назывались Outfit. Само название Outfit появилось примерно в 60-е годы, когда ФБР ввело термин «Коза Ностра». Слово Outfit – это по сути объединение словосочетания «Ao-Sing», что дословно переводится как «наше дело», то есть «Коза Ностра». Напоследок хотелось бы поблагодарить Марио Гомеса, историка из Монреаля, который посвятил себе изучению жизни Капоне и всего, что с ним связано. Именно благодаря ему нам стало многое известно о юности Капоне, и благодаря ему стало проще отследить правду от придуманного образа Капоне.
Аль Капоне действительно был противоречивой личностью, особенно в рамках мафиоза. Но это был человек, который внес большой вклад в становление той американской мафии, к образу которой мы привыкли. Фактически он был ее олицетворением. Гангстер итальянского происхождения, которого не интересовали ни правила, ни ритуалы в мафии, а который рассматривал членство в этой организации просто как возможность для обогащения и накопления власти, как и большинство мафиози его и последующих поколений.